Сегодня децентрализованные финансы DeFi – это один из наиболее быстро развивающихся сегментов криптовалют, представляющий собой совокупность финансовых инструментов в виде разных сервисов и приложений, созданных на основе блокчейна и открывающих доступ к финансовым услугам без вмешательств со стороны каких-либо органов власти. Ассортимент DeFi услуг постоянно растет и включает стейкинг, кредитование, займы, свопы, фарминг, страхование рисков, деривативы, NFT и другие услуги. Причем основным преимуществом DeFi является свободный доступ к финансовым услугам всем без исключения пользователям, независимо от их географического положения и социального статуса. Пользователи имеют полный контроль над своими активами, взаимодействуя с экосистемой DeFi через dApps. Однако наряду с преимуществами перед DeFi стоит и ряд проблем. В частности, добыча и продажа криптовалют наносит огромный вред окружающей среде, что безусловно препятствует массовому внедрению DeFi. Так, по утверждению ученых из Университета Нью-Мексико в США, используемая для добычи биткоина энергия превышает энергопотребление некоторых стран. На запуск NFT, как и любого другого токена, требуется большое количество электроэнергии, что в свою очередь приводит к выбросу в атмосферу углекислого газа и усиливает парниковый эффект, провоцируя глобальное потепление. На одну транзакцию с NFT требуется больше энергии, чем на 700 тысяч транзакций в системе Visa. Более того, используемые для майнинга батареи содержат металлы и минералы, при неправильной утилизации которых также наносится вред окружающей среде. Решение данных проблем в сфере DeFi берет на себя перспективный проект Broccoli, создавший целую экосистему взаимосвязанных и благоприятных для климата продуктов DeFi, Green DeFi, таких как DEX, кредитование, фарминг, NFT и так далее. Что касается DEX Broccoli, то это такая же децентрализованная биржа, как и Uniswap, с теми же комиссиями и решениями, с той лишь разницей, что все лишние проскальзывания пользователей по их транзакциям будут аккумулироваться в виде климатического сбора, используемого для компенсации углеродного следа. Пользователи могут самостоятельно выбирать процент проскальзывания, который варьирует от 0,05% до 10% от транзакции. По результатам децентрализованного голосования средства от каждой транзакции будут поступать на посадку деревьев, инвестирование проектов по возобновляемым источникам энергии, а также на финансирование программ по сбору и переработке электронных отходов. Используя продукты Broccoli, DEX, кредитование, фарминг, пользователи будут зарабатывать NFT, цифровые леса, представляющие собой торгуемый актив и имеющие привязку к количеству реальных деревьев, посадку которых пользователи профинансировали. Данный NFT будет продаваться как Broccoli Impact Credits. Более того, пользователи посредством децентрализованного голосования будут выбирать, в какой точке мира должны быть посажены эти деревья. Поэтому, чем чаще пользователи будут использовать продукты Broccoli, тем больше деревьев они смогут посадить. А чем больше деревьев они посадят, тем больше они смогут заработать торгуемых активов в виде NFT. Чеканка NFT будет осуществляться с помощью решения уровня 2, не оказывая пагубного влияния на окружающую среду. Все транзакции и влияния будут отображены на панели инструментов платформы Broccoli в режиме реального времени. Важно отметить, что API Broccoli способен интегрироваться с любой блокчейн-платформой, как централизованной, так и децентрализованной, позволяя пользователям подписаться на небольшой климатический сбор, который будет компенсировать влияние их транзакций на окружающую среду. Таким образом, пользуясь платформой Broccoli и всеми ее продуктами, каждый из нас сможет внести свой вклад
в решении климатического кризиса. Причем отслеживать свое влияние мы сможем на платформе Broccoli с помощью климатической панели в режиме реального времени и получать каждый раз за это дерево NFT, представляющее реальное дерево, посаженное от нашего имени. Кстати, цифровой лес мы сможем покупать и продавать, используя токен BRKL. Гениально придумано, не правда ли? На этом все. С более подробной информацией о проекте вы сможете ознакомиться, пройдя по ссылкам, указанным в описании к данному видео. Всем пока, до новых встреч!